Всем привет, с вами Аня. Я рада видеть тебя на своем канале. В этом ролике я подготовила для вас 5 BL-дорам и лакорнов 2022 года, которые впечатлили меня и которые порадуют вас горячими сценами. Так что подготовьте охлаждающий напиток и поехали! Ин Порш всего серии в лакорне 14, в главных ролях Майл Пак Пум и Апо Натавин. Лакорн необычный для Таиланда, но смотреть стоит однозначно. Отличный актерский состав. Я просто сидела весь сериал и вытирала слюнки, которые у меня текли, смотря на таких сексуальных и горячих парней. Съемки и вообще качество сериала отличное. Бывает, смотришь лакорн, вроде и сюжет неплохой, и актеры, но звук или съемка отвратительные, и впечатление очень портит. Тут хорошо все. Возможно, сюжет в некоторых местах странный, но общий смысл понятен. В сериале есть все. Любовь, бои, детектив, интрига, дружба и немного стекла. Как же без него? А какие там горячие сцены? Я просто обалдела от них. А чего стоит игра Тонт Ханаюта? Я просто усыкалась со смеху. Очень классно отыграл свою роль. В общем, это мой любимый лакорн на сегодняшний день. А теперь кратенько про сюжет. Кин является вторым сыном главы местной мафии. Из-за этого он часто становится целью для врагов отца, которые пытаются отомстить через него. Во время одного из таких нападений молодой человек пытается спастись бегством и по дороге случайно сталкивается с незнакомцем. Им оказывается студент по имени Порш, который подрабатывает официантом на неполный рабочий день в ближайшем кафе. По стечению обстоятельств тот также владеет боевыми искусствами и является чемпионом страны по дзюдо. Тогда Кин предлагает ему необычную сделку – круглую сумму денег в обмен на помощь в спасении от врагов. Порш соглашается помочь ему и вызволяет из передряги. После этого Кин воодушевляется и предлагает Поршу стать его личным телохранителем, но неожиданно получает отказ. Молодой человек не хочет становиться частью опасного преступного мира, опасаясь за себя и своих близких. Однако Кин не оставляет ему выбора, и он вынужденно соглашается. С этого момента Порш переезжает жить в дом Кина и становится его верным защитником в бесчисленных неприятностях. Но чем больше они сближаются, тем сильнее разгорается искра в их сердцах. Лакомый кусочек всего серии в лакорне 12 в жанре комедия-романтика. В главных ролях Дипрук Панит и Нью Чаварин. Лакорн очень легкий, смотрится на расслабоне. Сюжет простенький, но если вы хотите вечерком расслабиться и посмотреть что-нибудь, не забивая себе голову, то этот лакорн вам точно подойдет. Вы сможете понаблюдать за химией между героями, нежными сценами поцелуев и приятно провести вечер. А теперь сюжет. Хи Лиань родился в обеспеченной семье. С самого первого дня существования ему было предначертано однажды стать наследником семейного бизнеса и взять бразды правления в свои руки. Именно к этому его готовили долгие годы. Родители даже подобрали ему с самого детства будущую пару и обручили его с подходящим по статусу человеком. Вынужденным избранником Хи Лианем оказался Куа Кирати, наследник другой влиятельной семьи страны. Героев обручили еще в детстве. С тех пор прошли годы. Молодые люди выросли и обзавелись собственным мнением о происходящем. Теперь один из них отчаянно пытается избежать брака по расчету, а другой надеется завоевать сердце суженого любыми путями. Вишня цветет после зимы. Всего серий в дораме 8 продолжительностью по 20 минут. В главных ролях Кан Хви и Ок Джин Ук. Драма снята по манге. Сразу могу сказать, что манга мне понравилась больше. Есть довольно много расхождений, если их сравнивать, но это не портит общего впечатления. Это нежная и милая дорама без тяжелых переживаний и с хорошим концом.
Милые актеры, сюжет очень простенький, жарких сцен здесь не будет, однако дорама цепляет своей простотой и нежностью. Это идеальный вариант для провождения пятничного вечера. А теперь сюжет. Жизнь маленького Со Хэ Бома переворачивается в тот момент, когда оба родителя трагически погибают. С этого момента жизнь героя кардинально меняется, и вскоре 7-летнего мальчика усыновляет приемная семья, у которой есть родной сын того же возраста, Чо Тэ Сон. В приемной семье Хэ Бом себя чувствует крайне неловко, однако он души не чает в сводном брате. Хэ Бом видит в обаятельном, популярном и симпатичном Тэ Соне настоящего кумира и следует за ним по пятам. Но окончательно его подкупает доброе отношение и забота Тэ Сона, который принимает его как настоящего брата и помогает обжиться и начать чувствовать себя как дома. Однако для героев меняется все в тот момент, когда оба оказываются в одном классе старшей школы. Тогда они проводят больше времени вместе вне дома и начинают узнавать друг друга с других сторон. А затем между молодыми людьми вспыхивает настоящая романтическая искра. Любовная механика. Данный сериал является продолжением Лакорна «Любовь инженеров». Всего серий 10. В главных ролях Ин Анан Вон и Вон Ванарат Рацамират. Радость для любителей слэша. Главные герои – сама милота и красота. Есть сюжет. Фильм выгодно пересняли по предыдущей версии. 2 крайние серии, будете долго смеяться о неловкости ситуации. А ход сцены реально ход, особенно в душе. Однозначно рекомендую посмотреть и влюбиться в парней. Почитайте одноименную новеллу, очень дополняет фантазию о главных героях. Теперь сюжет. Однажды Марк до беспамятства напивается в клубе и проводит ночь с Ви, путая его с Ба, только что отвергнувшим его парнем и по совместительству другом Ви. Желая все забыть, Марк пытается разорвать все связи, однако сам Ви не хочет держаться от него подальше, даже несмотря на то, что у него есть девушка. Сможет ли случайная связь стать началом чего-то большего? И что делать с внезапно нахлынувшими чувствами? Логическая ошибка. Всего серий в дораме 8 продолжительностью 20 минут. В главной роли Пак Дже Чхан и Пак Со Хам. Можно спокойно посмотреть ее за вечер, смотрится она легко и очень быстро. Снята она по мотивам одноименной БЛ новеллы. Что касается сюжета, то в дораме нам показывают Чу Сан У, студент, который обучается на факультете компьютерных технологий. Он олицетворение непоколебимого и строгого соблюдающего правила человека. Для получения зачета по одному из предметов Сан-У пришлось работать над групповым проектом с настоящими бездельниками, которые ни капли не помогали ему с подготовкой к заданию. В итоге он набрал имена всех лентяев из финальной презентации и сообщил обо всем профессору. Но Сан-У представить себе не мог, с какими последствиями ему придется после этого столкнуться. Старшекурсник Чан Дже Йон – настоящая звезда факультета дизайна. Он талантлив, красив и родом из влиятельной семьи. Дже Йон собирался поехать обучаться за границу после выпуска, но получив неуд из-за поступка Сан-У, он не смог закончить универ и ему пришлось остаться в нем на еще 1 год. Сначала Дже Йон хотел объяснить Сан-У причину своего отсутствия во время подготовки проекта и попросить ему помочь уговорить профессора исправить оценку. Но пообщавшись пару минут с упрямым и непоколебимым Сан-У, который совершенно не жалел о случившемся, Дже Йон понял, что мирным путем недопонимание между ними не решить. Тогда Дже Йон начал преследовать Сан-У и докучать ему всеми возможными способами, внося в тихую и размеренную жизнь бедолаги настоящий хаос. Дизайнер Чан Дже Йон стал настоящей логической ошибкой в компьютерном коде программиста Чу Сан-У. Удастся ли ему устранить этот баг? На этом у меня все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. До новых встреч!